Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Стрэндж, и сегодня я хочу раскрыть вам интересную, но и в то же время не менее страшную правду. Пару дней назад меня навестил один мой знакомый. Он уже неоднократно фигурировал во многих моих видеороликах, поэтому вы, возможно, узнаете его. Произошло это... впрочем, не буду раскрывать вам дату. Не поймите меня неправильно, я просто не хочу, чтобы раскрыли утечку данных с его стороны. Уж поверьте, никому от этого легче не станет. Ни мне, ни ему. Скажу лишь, что это произошло утром, когда я возвращался из магазина с покупками. Он приехал на своей довольно невзрачной маленькой машинке и терпеливо ждал меня возле дома. Я тогда ему сказал: «Не ожидал тебя увидеть здесь, Фантом. Неужто работа закончилась?» И да, и нет, Стрэндж. Я всегда на работе, ты же знаешь, да? Просто сегодня особый случай. Ну что ж, проходи тогда в дом, гостем будешь. Я как раз купил продуктов. Тебе, как обычно, яйцо пашот с беконом и гренками? Да, пожалуйста. Помню, мама мне всегда в детстве готовила этот завтрак. Это да, я знаю. У нее получалось отменно. Помню, даже моя мать ревниво относилась к тому, когда я вставал пораньше, только чтобы позавтракать у тебя. Были же времена, а, Стрэндж? Сказал Фантом и прошел вместе со мной в дом. Мы редко с ним виделись. Тут он в работе своей весь был, то с семьей время проводил. Это мне-то хорошо. Моя супруга уже как второй месяц в африканских заповедниках спасает вымирающих львов-альбиносов. Хотя, конечно, по ней я тоже успеваю скучать, пока ищу всевозможную информацию об инопланетянах и прочих гадостях внеземного происхождения. Фантом уселся за кухонный стол, а я рядом стал раскладывать продукты из пакета на стол. Прошло около 15 минут, прежде чем я приготовил завтрак. Все это время мой друг молчал. На самом деле он всегда так делал. С самого детства мой друг просто сидел и наблюдал, как кто-то готовит его любимый завтрак. Для него это было ритуалом перед принятием пищи. Просто смотреть и наблюдать. И я не виню его, ведь у каждого из нас есть заморочки, верно? Когда я все приготовил и разложил по тарелкам, только тогда мой друг нарушил воцарившее молчание. У меня есть кое-что интересное для тебя. Кто на этот раз? Не центаурусы. Сквиллинги? Нет, почеркни их. Тогда что? Да если б я знал, друже, если бы я только знал. Скажу только, что запись строго засекречена. Мой отдел как раз... Ой, не лукавь, Фантом. Все, что ты мне приносишь, оно всегда засекречено. Перебил я друга и макнул гренку в остатки желтка на тарелке. Не, ну это само собой. Погоди, не перебивай меня. Так вот, мой отдел уже воспроизвел примерно картину произошедшего. И что мы в итоге имеем? Что за запись-то хоть? Очередной смартфон? Лучше. Черный ящик. Там аудиозапись. Более того, это все достали наши спецы с недавно обнаруженных обломков самолета. Самолет, говоришь? Отхлебнул я какао из кружки. Угу, именно. Самолет, конечно, гражданский был, судя по обломкам, да еще и одномоторный, но ты ведь понимаешь, да? Самолеты просто так не падают. Увлеченно рассказывал Фантом, потихоньку доедая свою порцию. Он всегда медленно ел. Не падают, верно. Чем же причина падения у этого? Это ты послушаешь уже сам. Мой собеседник отложил вилку и глянул на часы. Ух, блин, мне пора. А то директор бюро меня живьем съест. Все, бывай, Стрэндж. Надеюсь, тебе инфа пригодится. И да, благодарю за завтрак. Все-таки не зря ты брал рецепт у моей матери. «Бывай, Фантом», — сказал я и взглядом проводил уходящего друга. На столе осталась его пустая тарелка и флешка. В этот раз она была в виде самолета. Нет, умеют же люди делать всякое, а? USB-флешки вон, теперь еще и разными бывают. В моем детстве подобного можно было только мечтать, да и то вряд ли. Посуду я, конечно, оставил на потом. Все-таки было интересно, что же мне такого принес Фантом. Как сейчас помню, я ушел в свой кабинет, задернул все шторы и включил ноутбук. Уже там я воспользовался программой шифрования, на всякий случай. И сделав все необходимые приготовления, я вставил флешку в разъем. На ней был всего один файл в формате MP4, и я стал его слушать. Здесь и далее, мои дорогие зрители и подписчики, вы услышите то, что услышал я. 3, 2, 1. Тен, проверь приборы. Помни, ты всегда должен знать, что происходит у тебя вокруг. Есть, проверить приборы, все системы работают штатно. Так, отлично, веди самолет прямо. Как машину? Ну, как машину.
Что, снова озвучиваешь все, что на ум приходит? Так ведь бортовой самописец. Интересно ведь, что туда попадает? Только слушай его тогда же, когда твои куски тела лежат где-то на земле вместе с обломками. Да не напрягайся ты так, а то вон, вены уже скоро все повыскакивают у тебя на лбу. А потом полопаются. А вы видели их? Кого? Ну, вены лопающиеся. У живых нет, у мертвых да. Так, подожди, нужно связаться с аэродромом. Через 20 минут мы уже будем с тобой садиться. Ты же помнишь, что нужно делать при посадке? Так точно. Ну вот и отлично. Диспетчер, это Желтый Сокол, прием. Сокол, это диспетчер, вас слушаю, чем приятно? Через 20 минут мы будем заходить на посадку. Расстояние до вас... сколько второй пилот? 12 миль, кажется? Кажется, или 12 миль? 12 миль, сэр. Диспетчер, это Желтый Сокол. Расстояние до означенной полосы 12 миль. Сокол, это диспетчер, не засорите эфир, пожалуйста. Полоса занята, туда скоро приземлится другой борт. Ваша полоса чуть дальше, через 12 миль. Принято, диспетчер. Увидимся на полосе. Конец связи. Хорошей вам посадки, Джон. Кажется, кто-то не договорил. Помолчите, курсант Стэн Уикли. Видимо, что-то со связью. К тому же начинается дождь. Нам нужно скорее добраться до аэродрома. Простите, мистер Дэниелс. Ну, неужели мой полет так плох, раз вы не позволяете мне даже пошутить? Твой полет хороший, Стэн. Но это не значит, что ты теперь можешь нарушать субординацию. Это ясно? Да. Это ясно? Так точно, первый пилот Дэниелс. Руль правее. Есть руль правее. Скорость. 200 миль в час, сэр. Отлично, мы даже немного опережаем график. Еще около 6 минут, и мы будем на месте. Скорее, боже. Так хочется заварить себе горячего кофе. И потом не спать всю ночь. У нас завтра следующий этап полета. И вы мне, супер-дупер пилот Стейна Уикли, нужны трезвым и выспавшимся. Ваше замечание принято, сэр. Никакого кофе. То-то же. Эй, что это там? Где? По правому борту голубоватое свечение. Приближается к нам. Увожу самолет влево. Да нет, стой, да Иисус Христос, не так резко, ты, блять, у нас угробишь, курсант. Матерь Божья, это что, инопланетный корабль? Ну, какой-то он не круглый, не в виде тарелки. Выбрось эту дурь из головы, курсант. Наверняка это экспериментальный боевой дрон. И я думаю, что это его ждут на той полосе, которую изначально готовили для нас. Пожалуйста, свяжитесь с диспетчером. Думаю, нам следует доложить об этом. Правильно, что думаешь именно в этом ключе. Ведь обязанность второго пилота — это сообщать обо всех странностях, как внутри самолета, так и вокруг него. Диспетчер, это Желтый Сокол. Мимо нас пронесло НЛО, либо какой-то из боевых дронов. Диспетчер, это Желтый Сокол, прием. Тут они не торопятся отвечать. Диспетчер, это Желтый Сокол, мы... Ах, черт, помехи. Видимо, кто-то глушит связь. Наверное, встречает гостей. Ну и мы будем гостями тоже. Ваши слова, мистер Дэниелс, да богу в уши. Не дрейфь, салага. Тем временем нам осталось 3 мили до полосы. Отлично, теперь как учили. Проверь все приборы и доложи мне, первому пилоту. Шасси реагирует на команду. Подача топлива происходит в штатном режиме. Закрылки работают. Думаю... Нет, я считаю, что мы готовы к приземлению. Да все так. Тогда идем на снижение. Диспетчер, я Желтый Сокол, мы идем на снижение. До полосы еще 1 миля. Молчат, засранцы. Ну ничего, как приземлимся, я всыплю этим недоумкам. Вижу земли, мистер Дэниелс. Огни на полосе горят. Отлично, тогда делай все, как учили. Плавно опускай штурвал вниз. Есть плавно опускать штурвал вниз. Левее выпускай шасси. Взял левее, шасси выпущены. Включай реверс. Включай реверс. До приземления. 3, 2, 1. Отлично, курсант. Если завтра приземляешься так же мягко, да еще и с теми же условиями, что я тебе укажу, тогда твой экзамен можно считать завершенным. Благодарю вас, мистер Дэниелс. Глуши мотор. И дождись техников. Нам нужна дозаправка. Завтра нас ждет не менее сложный полет, чем сегодня. Принято, мистер Дэниелс. И вам хорошего вечера. Да-да. Сволочь вы худая. Как же меня достало, что вы вечно строите из себя не весь кого. Все командуете, да как будто вы сами мало что понимаете в самолетах. Только и делайте, что кичитесь, как во вьетнамскую на бородавчике напалмом сожгли десятки, а то и сотни людей. Тоже мне подвиг, блин. Техников еще этих ждать. Как вообще узнать, что они придут, а, Дэниелс? У нас даже связь не работает. Аэродром этот маленький еще. Нет, ну надо же было придумать устраивать экзамен непонятно где и в какой местности. И мне даже телефон не дали с собой взять. Нет, ну что за черт, а? Ну какого вообще хрена? Вот повезло вам, мистер Дэниелс, что вы не слышите меня сейчас. Просто потому, что мне очень и очень сильно хочется, чтобы вы взяли и... Впрочем, мне уже достаточно, что не слышите. Может и к лучшему, что не слышите.
Вы ведь потеряли сына в ту войну. Вас тоже можно понять, почему взялись обучать наше молодое поколение-то. Кто знает, может быть, благодаря вам я стану тем самым пилотом, который спасет не одну жизнь. Я надеюсь, конечно. Ох, я, конечно, люблю поговорить сам с собой, но этих долбанных техников нет уже сколько, 20 минут? Ну охренеть вообще, сиди и жди их теперь. С другой стороны, и к лучшему, на улице вон как дождь хлещет, аж не прекращается до сих пор. Интересно, мне по рации кто-нибудь ответит? Ну-ка, какая там частота была? Кажется, 99,9. Желтый Сокол вызывает диспетчерскую. Прием! Желтый Сокол вызывает... Ах, да боже, меня кто-нибудь слышит вообще? Тишина, не слышат. Ну или не хотят слышать. Даже не знаю, что хуже. Желтый Сокол? Бог ты мой, диспетчерская, хотя подождите. Мистер Дэниел? Что вы там забыли? Слушайте, пожалуйста, попросите техников прибыть на место как можно скорее. Прости, сынок. Да ладно вам извиняться, я уж хочу лечь на койку и... подождите, а за что вы просите прощения? За то, что будет далее. Мне жаль. Они не оставили нам выбора. Кто не оставил вам выбора? О чем вы говорите, черт возьми? Ты должен пойти с ними. Куда? О мой бог! Так это правда? Мы и вправду видели инопланетный корабль? Тот самый, что медленно сейчас летит с юга ко мне? Так где тут рычаг взлета, блин? Нет, я так просто не дамся. Не-не-не-не, меня дома ждет Джулия, пес Аскель и вообще еще и матери не успел купить тортик к ее дню рождения, который завтра. Нет, я так не дамся, блин. Стэн Уикли, не усугубляй, пожалуйста. Либо ты, либо мы все на этом чертовом аэродроме. На некоторых тут живут семьи из-за долгов государству. Этот аэродром — наше последнее пристанище. И что, вы так просто бросите меня на произвол судьбы? Не-не-не-не, я не согласен с этим. Стэн, пойми. Я отказываюсь понимать, старый-то ублюдок. Так, рычаг взлета. Топка есть. Все, аривидерчи или как она там? 30 миль. 60. О нет, мистер пришелец, нет, ты меня не догонишь. Нет, 90. 120, да, детка, давай. Осталось теперь долететь до... Черт, этот старый хрыч забрал с собой карту. И куда мне теперь? А, впрочем, не важно. Куда угодно, лишь бы не в лапы к этим. Свет? Зеленый свет? Я хочу к зеленому свету. Да, мне туда нужно, к нему. Джулия, Аскель, мама. Они поймут меня. Да-да, они поймут. Руль влево, скорость 170 миль в час. Диспетчер, я Желтый Сокол, захожу на посадку. Диспетчер слушает, мы вас ждем. 160 миль в час, шасси выпущены, подача топлива... Нет, она прекратилась, топливо кончилось, я не увижу зеленый свет. Стэн, это я, мистер Дэниел. Сажай самолет. Тебя заждались наши гости. Стэн, я тебя вижу, снижай скорость. Черт, у тебя отказал двигатель. Слушай просто. Нет, что ты делаешь? Не планируй вниз, тебе нужно сесть. Полоса твоя, как я тебя учил, мальчик мой. Как учил, аккуратно. Давай аккуратненько. Ты слышишь меня вообще, Стэн? Слышу. Думаю, если я сделаю то, что сделаю, то все будут в выигрыше. Ну, кроме меня. Надеюсь, что пришельцы убьют вас всех за раз. Стэн, прошу, просто посади самолет. Ну или выпрыгни парашют. Черт, я ведь выложил его перед вылетом с тобой сюда. Стэн, мы еще можем посадить самолет этот чертов. Просто выровняй его, включи реверс, мать твою, ну включи его. Нет, только не влез, только не... И здесь запись обрывается. Прошу провести последнюю минуту в молчании вместе со мной, в память о погибшем Стэнли Уикли. И спасибо вам, что остаетесь со мной. Я рад, что моя работа не проходит даром. Ведь я верю, что люди должны знать правду.